мы все умрем. Это неприятно осознавать, но это так. Наше тело не вечно, и все, что от нас в конце останется, просто скелет. А что если я не хочу? Есть ли возможность избежать этого процесса? Или хотя бы сделать так, чтобы наше тело осталось лежать неизменным после смерти? Конечно, да. Это называется чудо. Всем привет, меня зовут Топа, и сегодня мы поговорим об очень странной теме. В ней смешалось много религий, обмана, науки и, конечно же, человеческого фактора. И этот феномен называется... Он окутан тайной, и действительно, чтобы найти хоть немного информации об этом, пришлось потратить времени раза в 2 больше, чем на обычный выпуск, и я надеюсь, не зря. Но перед тем, как мы начнем изучение, давайте я вам немного расскажу, как же это видят окружающие. Почему я сказал «я»? Сейчас ведь в кадре появится совершенно другой человек. Нетленность или нетленные мощи – это останки людей, которых не затронул процесс разложения после смерти. Зачастую этих людей приписывают к лику святых. И ведь не просто так. В храмах по всему миру можно встретить тела как будто просто спящих людей. Хотя бывает так, что они мертвы уже более 500 лет. Как такое возможно? Это называют одним словом – чудо. Так ли это на самом деле? Сегодня мы постараемся это выяснить. Издавна существовал так называемый культ мощей. Люди выстраивались в очереди, чтобы увидеть это самое чудо. Ведь, как нас уверяют, ученые так и не смогли объяснить этот феномен. Ну что ж, мы любим трудности. Предупреждаю, этот выпуск может быть немного пугающим. Тут будет очень много фотографий, которые действительно могут шокировать. Но что-то мне подсказывает, что вы сюда за этим и пришли. Давайте рассмотрим несколько случаев, когда действительно было найдено много нетленных тел в одном месте. Церковь Святого Духа в Вильнюсе. Считается, что это место священно. Кто бы сомневался. Но здесь есть реальное чудо. В катакомбах этой церкви лежат нетленные тела. Это что ж получается? Если вы похоронены в священном месте, то на вас действует некая священная сила? В 1960-х годах ученый Йозеф Маркулис сказал, что в этих катакомбах из 500 тел 200 были мумифицированы. Слишком уж какая-то большая концентрация святых в одном месте. Вам не кажется? Причем, хочу заметить, там были тела бедных, богатых, военных и даже детей. Можно ли их всех назвать святыми? Но для ученых никакой загадки здесь нет. Они что, сверхразумы? На самом деле все дело в холодном, сухом подземном воздухе, который препятствовал разложению. Все. Вот и все, что мне удалось найти. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Изи выпуск, изи. Это только начало. Существует несколько способов, как может пройти естественная мумификация. Первый вариант – сушка. Если тело находится в очень сухой зоне, есть вероятность, что замедлится микробная активность, и организм не будет разлагаться. Это называется спонтанная мумификация. Египтяне были прекрасно об этом осведомлены, поэтому позже у них появился обряд мумификации человека. Второй вариант – жировоск, или адипоцир, или омыление. Это процесс, который очень, грубо говоря, превращает жир во что-то наподобие воска, и выглядит это ужасно. И это может происходить, если тело находится в теплой, влажной почве либо воде. При этом жир тела подвергается воздействию анаэробных бактерий. Это те бактерии, которым не нужен кислород. И третий вариант – всякие другие особенности окружающей среды. Как пример, мумифицированные тела, найденные в торфяных болотах. В общем, в тех катакомбах ученых больше интересовало не это чудо, а самый свежий вирус оспы, найденный в одной из мумий. Оспа – это такая болезнь, я напомню, которая была полностью искоренена вакцинацией. Но не думайте, что на этом все закончится. Самый сок
как раз только начинается. Далее церковь святого Стефана в Италии. В склепе было обнаружено огромное количество тел, 24 из которых нетленны и по сей день. Ученые объяснили это сохранение сочетанием многих факторов, таких как идеальный для этого климат и почва, богатая минералами. Вы должны понимать, что помимо человеческих тел, там были найдены нетленными, например, тела птиц. Да даже сейчас, если какая-то мышь умрет в этом склепе, она естественным образом мумифицируется. Можно ли назвать их всех святыми? Сейчас из этого склепа сделали музей, и вы можете за денежку все это посмотреть. И, например, катакомбы Капуцинского монастыря. Вы только себе представьте, 8000 трупов, из которых около 1000 стали нетленными. Или святыми. Называйте как хотите. При нормальном рассмотрении мы видим, что там в ряд стоят скелеты, и скелеты, на которых хоть что-то осталось, потому что климат такой, и потому что повезло. А еще потому что там трупы омывали уксусом и купали в мышьяке, и вообще бальзамировали. Вот почему они по сей день остались в этом виде. А люди думают, что это просто чудо. Да вы хоть знаете, как я это узнал? Вы хоть представляете, насколько авторитетные у меня источники? Официальный сайт этих катакомб. Там еще билетик можно купить на посещение. Я бы не сказал, что это было совсем трудно, просто очень неочевидно, согласитесь. А еще в этих катакомбах была похоронена маленькая девочка, которую звали Розалия Ломбардо. Сейчас ее называют самой красивой мумией. И действительно, как же так получилось? Как она осталась такой красивой? Ведь это на самом деле тело девочки, это не восковая кукла. Ответ прост. Химик по имени Альфредо Салафия приложил к этому руку. Он использовал формалин и глицерин для бальзамирования этой погибшей девочки. Вот и все чудо. Но что это такое? Она что, на самом деле жива? Почти 6 миллионов просмотров! Она жива! Тело, дух возвращается в ее тело! Бегите, глупцы, мы все здесь погибнем! И ведь и правда, глаза же были всегда закрыты. Топа, объясняй давай. Нет. Не в смысле не буду, а в смысле нет. Они никогда не были закрыты, они были всегда открыты. А это просто игра света. И ее смещение будет казаться нам, как будто что-то поменялось. И это официальный ответ ученых. Я, знаете, просто аплодирую тем людям, которым не лень заниматься разоблачением подобной херни. Ах да. Я чуть было не забыл, на каком канале мы сейчас находимся. Вот вы сейчас увидели фотографии этих нетленных тел и наверняка удивились. Они же больше похожи на скелеты. В чем же здесь магия? Это забавно. А вы как думали, это работает? Неужели вы думали, что есть случаи, когда тело сохраняется в первозданном виде, так как нам это показывают и преподносят? А что, если я вам скажу по секретику, что нет таких случаев, когда тело было сохранено именно в том состоянии, в котором было похоронено? Это мощи святой Виктории. Взглянем поближе. Это всего лишь восковая кукла, настоящее тело Виктории находится в нем и уже превратилось в труху. Это святая Франческа Романа, считается нетленной. Но это уже ни в какие рамки. Обычный климат делает с нетленными телами то, что должен делать. В итоге это просто скелет, выставленный на всеобщее обозрение. Это святая Паула Фрассинетти. Тело выглядит достаточно неплохо, да? Так точно. Но известно, что для сохранения такого состояния тело искупали в карболовой кислоте, которая и по сей день используется для бальзамирования трупов. Святой Карло де Сеза.
Восковая кукла, его настоящее тело находится под ней. Анна Мария Тайджи. Считалась нетленной, пока в какой-то момент не начала разлагаться. Руки и голова всего лишь восковой муляж. И мой любимый случай – святая Бернадетт. Тоже, разумеется, нетленная. Ни у кого даже мысли не возникает, что тут какая-то подстава, ведь снимать близко запрещено, и у нас есть только несколько фотографий вблизи. Но что мы знаем на самом деле? Со временем кожа осталась только на некоторых участках тела, понимаете? Это был практически скелет, который скрыли, как вы думаете, зачем? Правильно, за восковым слепком, который сделала известная французская фирма Пьер Иманс. Это я назвал лишь несколько известных тел из сотен, которые покоятся таким же образом. Но, разумеется, мы рассмотрим и другую точку зрения, ведь действительно есть случаи, которые наука так и не смогла объяснить. Святая Екатерина Болонская. Ее тело, вы только вдумайтесь, больше 500 лет сидит и почти ничего с ним не происходит. Как это объяснить? Никак. Информации совсем нет. Вы что думаете, ученых пускают посмотреть поближе на эти тела? Очень смешно. Тайна должна оставаться тайной, и единственное, к чему можно прицепиться, это к черноте и ее тела. Это не расистская шутка, просто в этом случае тоже могли использовать кислоту, чтобы сохранить тело подольше. Но это всего лишь догадки. Свечку никто не держал. Но сколько я живу, все больше убеждаюсь в том, что, будь у знающих людей, например, ученых, информация о том или ином чуде, они смогли бы это объяснить. Они сделали бы все, чтобы это объяснить. Это их работа. На что многие ответят: некоторые вещи нельзя объяснить, и даже пытаться не надо. Так, знаете ли, очень легко жить. Вот вы когда-нибудь задумывались, как тела становятся нетленными? Да об этом информации в интернете просто крупицы, потому что легче всего сказать «это чудо». Наука не смогла это объяснить, да. Ей просто не дали этого сделать. Итак, исходя из того, что я вам показал, вывод только один. Даже, так сказать, святые мощи имеют свой срок годности. Уж поверьте, не просто так они все находятся под стеклом, у них там своя атмосфера. Когда тело мумифицировалось в благоприятных условиях, оно недолго протянет в уже нормальном климате. Меня, конечно, никто не спрашивал, но лично я, если бы наделял святостью, лично я бы делал это навсегда, как минимум. И такая история совершенно в каждой стране, где находится много мумифицированных святых. Но почему все эти случаи находятся в церковных катакомбах? Не просто так ведь в церковных. Открою вам большой секрет. Катакомбы – это места массового захоронения людей под церквями. Так было изначально. Сейчас катакомбами называют вообще все, что находится под землей. И, разумеется, помимо церквей тоже находили места, где люди мумифицировались. Например, мумии Чинчорро, которые были найдены на севере Чили. Самой древней, самомумифицировавшейся находкой стал человек, который умер за 7000 лет до нашей эры. Это задолго до того, как до этого додумались египтяне. Это задолго до того, как появилось христианство. Надеюсь, вы это понимаете. Опять же, сухой климат. Если на этом моменте еще остались люди, которые верят в чудо и святые мощи, то как вам это? Словарь Ушакова. Там написано, что мощи – это высохшие, мумифицировавшиеся вследствие пребывания в сухой почве остатки человеческого тела, выдаваемые церковью за нетленные останки так называемых святых с целью религиозного обмана. С культом мощей связаны всевозможные фальсификации, куклы из ваты, восковые фигуры и тому подобное. Да что этот человек себе позволяет? Сжечь его! Но сначала узнать, почему он так сказал. И если он сказал что-то не так, сжечь его! В 1847 году известный французский историк и писатель Людовик Лалан в своей книге «Любопытные традиции, обычаи и легенды» приводит расследование, которое сам и провел. Оказывается, ради выгоды церкви того времени, сознательно или нет, шли на обман людей. По всему миру было 30 нетленных тел святого Георгия, 63 пальца святого Иеронима и 8 голов святой Анны. Абсурд? А вы поставьте себя на их место. Как еще зазывать людей в храм? Святой Отец, после стольких лет поисков мы все-таки смогли найти все фрагменты тела того самого Николая. Взгляните. Ну нахер. Отец! И если вы думаете, что это никого не волновало,
Вы очень сильно ошибаетесь. В 16 веке жил такой человек по имени Жан Кальвин. Он был богословом, но при этом критиковал церковь. Понимаете, у него была мечта – убрать из церкви все, что противоречит Библии. Это очень здравая мысль, и это очень подходит и к нашим реалиям. И в своем трактате о реликвиях он рассказывает, как появился культ святых, как тут же появился культ мощей и как он этим недоволен. Он там рассказывает о совершенно диких вещах. Стол из Тайной вечери стоит в Риме. Другой такой же стол в это же время стоит в Испании. Наконечник одного и того же копья находится одновременно в 4 разных странах. И всем нормально. А тело каждого святого раздвоилось как минимум и лежало в разных частях Европы. Специально для вас я нашел краткую версию этого трактата на русском. Почитайте, это действительно очень смешно. А вот, кстати, открытка французская, которая высмеивает весь этот бред со множеством тел. Ну вот что не смешно. Ни у кого из вас не повернется язык сказать, что я кого-то этим оскорбил. Реальным оскорблением я считаю так врать и издеваться над теми, кого ты считаешь святыми. Выставлять трупы и скелеты на всеобщее обозрение, когда тебя никто даже об этом не просил. Но разве есть люди, которые просили это сделать? Да, и это следующая часть видео. Пришлось знатно полетать ради нее. Сейчас мы находимся в Таиланде на острове Самуи. Здесь одной из главных достопримечательностей является вот этот храм и тот человек, который там сидит. Давайте пойдем познакомимся. Вот этого модного монаха зовут, и он умер в 1973 году. На многих сайтах писали, что он предсказал дату своей собственной смерти и был на 100% уверен, что станет нетленным и останется в этой позе лотоса во время медитации навсегда. Ну и правда, вы ведь тоже, видя такую картину, подумаете, что это или не настоящий экспонат, или какое-то чудо. Но так ли это на самом деле? А на самом деле туристам этого не рассказывают, да и магия этого места просто пропадет. Да, этот монах действительно смог предсказать дату своей смерти, потому что он сам себя убил. Да, это звучит странно, тогда почему он считается достопримечательностью? Давайте по порядку. Давным-давно буддийские монахи в Японии практиковали такую штуку, которая называется сакусимбуцу. И первым, как предполагается, ее сделал Кукай в 9 веке. Причем, вероятнее всего, он не сам это придумал, а перенял из древних китайских практик. В общем, в чем суть? Если вы хотите достичь максимальной ступени просветления, то будьте готовы к полной жести, а именно к тренировке, состоящей из 3000 дней. Первую 1000 дней вы должны кушать только орехи, ягоды, древесную кору, в общем, все, что найдете в лесу. Тем самым вы теряете всю или большую часть жировой прослойки. Следующие 1000 дней еще сложнее. Вы должны есть только кору и корни деревьев, потребляя все меньше жидкости. К концу этого этапа вы будете похожи на скелет, обтянутый кожей. Все в порядке, мы следуем плану. И последний этап – освободить всю влагу, которая есть в организме. Для этого японские буддисты пили чай из сока лакового дерева. Это очень токсично и вызывает рвоту и потливость. Плюс к этому яд этого дерева накапливается в организме и в дальнейшем убивая всякие микробы. И далее самое интересное. После 3000 дней такой жизни, хотя жизнью это сложно назвать, монах садится в позе лотоса в маленький каменный склеп. У него в руках маленький колокольчик. И единственное, что соединяет его с внешним миром, это маленькая щель или трубка, через которую идет воздух. Монах звонит в колокольчик, и если, допустим, один день звон не слышен, трубку убирают, а щель замуровывают, не давая воздуху поступать в гробницу. Эта грустная история, как вы поняли, вела к самомумификации. Через несколько лет тело доставали, и была небольшая вероятность того, что оно не развалится. Да, вы не ослышались. Никто не гарантировал, что после стольких лет пыток вы будете нетленны. Многие пробовали, но только у около 20 монахов получилось это сделать в Японии. Те же методы перенимали и другие азиатские страны, например, Таиланд. И все нетленные тела, которые вы видите в азиатских странах, не чудо, а просто вот такой вот поступок. И единственная загадка здесь – настоящие ли очки Ray-Ban
на этом монахе. Ну что, кушать сегодня будешь? Нет, я после 6 уже вообще не ем. 6 лет. Я после 4-го сдался. Не волнуйтесь, мы снимали совершенно законно и даже положили этому монаху денежку за то, что он на нас проклятие не наслал. Хотя кто знает, может и наслал. Я тут подумал, с этим выпуском вообще одни беды. Я 2 раза заболевал, терял голос, терял сценарий, переписывал. Именно поэтому все было так долго. Начинаю подозревать. Если со мной что-то случится, знаете, Но среди буддистов есть случаи, которые, как говорят газеты, не поддаются научному объяснению. И это почти правда. Хамбо Лама Итигелов является бурятским буддистом и, по легенде, в 1927 году сел в позу лотоса и ушел в нирвану навсегда. Позже был похоронен в этой же позе в кедровом ящике. Его выкапывали несколько раз в 1955 году, в 1973 и в 2002. Каждый раз люди убеждались, что тело не разлагалось. Оно было нетленным, и даже мышцы были эластичными. И это правда. На последних раскопках ученым было дозволено осмотреть тело и взять образцы, чтобы понять, что за чудо вообще происходит. Галина Ершова, российский историк и антрополог, а с 2017 года еще и член Совета по науке при президенте. Она проводила свое расследование. Это она тогда взяла те образцы и выяснила, что в химическом составе кожи обнаружен переизбыток содержания брома в 40 раз, а также соль. Бром, как выяснил еще давно советский ученый Иван Петрович Павлов, тормозит возбуждение в центральной нервной системе. А бром содержится во всяких бобовых и орехах. Помните, что я говорил про буддистов, которые кушали только орехи? Пока что все сходится, даже то, что его хранили в ящике. Рабочая гипотеза Ершовой заключается в том, что монах специально замедлил свой организм и довел его до состояния анабиоза и парабиоза. Такое состояние, когда тело и не живо, и не мертво. Но как именно это произошло, нам не дадут выяснить. Все повторные исследования запрещены. А с 2005 года его даже фотографировать нельзя ни в коем случае. Почему? Спросите вы. Потому что с 2002 по 2004 год его тело все-таки менялось. Оно усыхало и мумифицировалось. Возможно, сейчас снимать не дают, потому что оно еще изменилось не в лучшую сторону. Чудо, безусловно, есть. Но оно скорее заключается в невероятной выдержке, секретной тактике и самоотдаче. Вряд ли тут могут быть задействованы высшие силы. Вот если бы было найдено тело, которое совсем не усыхает и выглядит так, как будто еще живо, тогда да. Тогда это было бы, конечно, странно и очень трудно объяснялось наукой. В общем, я что хочу сказать. Не так давно в Москве я наблюдал картину, как тысячи человек проводили свой выходной, отстаивая очередь в храм, в который привезли мощи. Не полное тело, а просто какую-то часть скелета. Я не был зол, я просто наблюдал. Это их дело. Им проще жить, думая, что какое-то чудо существует. И, конечно, нельзя негативно относиться к такой точке зрения. Я скорее думал о другом. Вот в Таиланде я был в Хард-Рок кафе. В каждом таком заведении есть свой маленький музей. Так вот, я там увидел пижаму великого Элвиса Пресли. Могу ли я быть уверенным, что она настоящая? Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Вспомните, что я сказал про богослова Жана Кальвина, что у него была мечта убрать из церкви все, что противоречит Библии. Почему он так сказал? Ответ прост. В Библии нет ни слова про поклонение мощам святых. Более того, там нет ни слова про то, что труп вообще может быть святым. Более того, этого нельзя было делать. Вы ее что, не читали? Как так? Любой, кто прикоснется к трупу человеческой души, будет нечистым. Любой, кто прикоснется к трупу, к мертвой душе какого бы то ни было человека. Пусть никто не оскверняется среди своего народа ради мертвой души. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Пасхи в тот день. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым. Только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. И даже Иисус говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты».
Если что, это относится совершенно ко всем телам, считаются они святыми или нет. Почему такое противоречие? Это и останется для меня загадкой. Моей целью было выяснить, что это за феномен, и мне кажется, я достаточно близок к ответу. Но вы не обязаны мне верить. Более того, я буду очень рад, если вы мне не поверите и зайдете посмотреть ссылки в описании. Там их очень много на этот раз, но поверьте, они все очень интересные. Собирать информацию воедино было очень сложно. И вопреки тому, что вы могли обо мне подумать, я не атеист. И у меня нет цели кого-то разубедить, кого-то оскорбить или кого-то разуверовать. Совсем нет. Я считаю это совсем глупой идеей. Я агностик. И я поверю, если будут факты и доказательства. А будут ли они? Хотелось бы верить. Но верится с трудом. И не забывайте всегда мыслить критично. Всем пока.